Всем привет! Сегодня на обзоре у нас очередной фонарик от бренда Saphirn. Модель фонарика HS21. Общий вид фонарика мы видим на коробочке. На борту нашего фонаря, значит, 2300 люмен по максам, 230 метров его дальнобойность, заряжаться может по Type-C, ну и водонепроницаемость IP65. Такая вот маленькая коробочка, маленькая да удаленькая. На торцах нашей коробки на боковых гранях написано Saphirn HS21. Здесь та же информация. Здесь опять же HS21, цвет черный. Построен на базе светодиода SFT40. Цветовая температура 6500 Кельвин. Полный набор. Ну и, конечно же, изготовлено в Китае. На задней стороне нашей коробки, а тут, друзья, целая таблица Менделеева. Так, давайте, наверное, по режимам. Значит, какие у нас есть режимы? Режим Moonlight, режим низкий, средний, высокий и турбо режим. Так, я на всем останавливаться не буду. Вы уж, наверное, прочитаете сами, а мы разберем немножко позиций. Значит, у нас есть дальний свет, ближний свет, смешанный свет и красное свечение. Так, давайте смотреть, что у нас здесь указано. А здесь указано, что на высоком режиме наш фонарь может работать на 1000 люмен всего лишь 10 минут. Потом сваливается на 800 люмен и уже пашет аж 90 минут. На турбо режиме он работает на 2000 люмен всего лишь 2 минутки. Сваливается на 1000 люмен и работает 90 минут. Вот. Дальше у нас как-то все это дело стабильно. Значит, на ближнем свете что у нас творится? Вот на высоком он стабильно на 500 люменах дает 2,4 часа работы. Значит, в турбо режиме 1200 люмен, опять же 2 минутки работает, падает на 500 люмен и работает 140 минут. Так, дальше что у нас? На смешанном режиме. Так, стабильно, а здесь у нас опять 1000 высокий уровень люмен, работа 8 минут, падение до 650 люмен и работа 150 минут. Турбо режим, так, где наш фокус? 2300 люмен, это максимальный режим, в смешанном режиме, да. Тоже работает 2 минуты, падение до 1000 люмен и работать продолжает 90 минут. По красному свечению смотрите сами, я уже не буду сюда переходить. Итак, затянули видос. Открываем коробочку. Вот, опять же такая беленькая, опять же а-ля шкатулка, видите, с подмагниченным таким клапаном. Все супер, все по красоте. Сразу же нас встречает инструкция. В инструкции, друзья, большое количество языков. И не переживайте, конечно же, есть у нас русский язык. Здесь та же информация, просто уже разложена по разным табличкам. В принципе, все то же, что и на коробке. Никакой новой информации здесь нет. Ну, разве что информация тут по зарядке. По зарядке я сказал, что здесь указано у нас 2 ампера 5 вольт. То есть я заряжаю любой телефонной зарядкой. В комплекте у нас кабель зарядки USB-A на, конечно же, Type-C. Длина метр. Ну, в принципе, стандартный кабель. Saphirn, Wurkas. И вот у нас моя любимая повязка. Почему любимая? Потому что я больше всего люблю вот такое вот пластиковое крепление, нежели эти вот резинки. Ну, хотя и резинки довольно неплохо. Но все-таки я люблю крепление, чтобы в любой момент защелкнул и выщелкнул. А не там мучился, выпутывает наш фонарик, как рыбу из сети из этих резинок. Вот. Вот эти повязочные резинки тоже классные. Конечно же, со временем от пота, от всего они растягиваются, приходит в негодность, но все это дело можно докупить новое. И обратите внимание, у нас уже есть тоже, как и в Вуркасе 16, по-моему, да, или каком там, верхняя повязка. Так как фонарь имеет такой не маленький вес. Смотрим по комплектации, что у нас есть дальше. Дальше у нас, конечно же, 2 запасные резиночки, резиновых колечка. И сам виновник торжества, наш фонарик. Давайте по фонарику посмотрим, что да как. Выполнен фонарик, опять же, из этого космического, аэрокосмического алюминия. Вот, с черным матовым таким красивым анодированием.
Так, давайте посмотрим, что же у нас есть на борту нашего фонаря. Так, на борту у нас, конечно, зарядка Type-C. Два отверстия, это, друзья, имеется датчик приближения, либо датчик движения, кто как называет. Имеется, конечно же, бренд и модель, кнопка включения-выключения. И вот такой вот классная задумка с переключением различных режимов. То есть в управлении фонарик просто простой. Проще, наверное, уже некуда. Красное свечение, смешанное, дальний-ближний, ближний свет и дальний свет. Смотрим здесь. Здесь мы видим в центре. Вот в центре у нас светодиод дальнего свечения. По краям 6 маленьких желтых светодиодов. Это не что иное, как светодиоды ближнего свечения. Ну и вот такие вот 3 темненькие точки. Это не что иное, как светодиоды красного свечения. Здесь мы видим такие зубастые прорези. Для чего это все дело надо? А надо это для регулировки нашего фонарика на лбу. Здесь у нас имеется, видите, зубчик. И при состыковке всего этого дела зубчик у нас впивается вот в эти вот канавки. И тем самым не дает фонарику самопроизвольно падать. Вот слушайте звук. Вот такие происходят щелчки. И фонарь у нас никуда самопроизвольно не упадет. Ну и на лбу у нас вот так он будет примерно висеть. Далее продолжим без повязочки. Вот. Ходит большое количество слухов, что будет с этим кольцом. То есть колечко у нас имеет небольшой такой люфтик. Вот. Кто-то говорит, а что будет, если он упадет? Значит, друзья, получил этот фонарик, распаковал. И бац, он у меня выпадает из рук. Выпадает на плитку. И вот вы можете видеть, он упал этим торцом. И немножечко у меня поцарапался. Вот, благо не упал этим кольцом. Вот, ну, по крайней мере, падение первое как бы выдержал. Вот, но и есть моя вторая задумка. Все вы, допустим, используете такие фонари дома, где-то в работе, допустим, вот как я в ремонте автомобилей. Так вот, когда мы трем всю эту ржавчину, допустим, кордовой щеткой, вы сами понимаете, какая поднимается пыль. А пыль будет куда садиться? Правильно, на фонарик. И со временем, по ходу, она будет туда как-то подбиваться. Но опять же, это не могу отнести ни к плюсам, ни к минусам, это покажет только время. И в результате этой пыльцы, возможно, выйдут из строя вот это вот кольцо. Но опять же, поживем, как говорится, и увидим. Что мы видим здесь? Мы видим, что безель у нас выкручивается. Извините, выкручивать не буду, не люблю я такую мелкоту разбирать. Вы все знаете, что инструменты я разбираю, показываю, ну а здесь уж, я думаю, ничего там интересного мы особо и не увидим. Я думаю, что обзоры с разборкой где-то есть на просторах YouTube. И давайте мы сразу же взвесим наш этот фонарь, поскольку я сказал, что он тяжеленький такой. Включаем весы. Надеюсь, вам видны циферки. Давайте мы так и поставим на линзу. И получаем вес 133,4 грамма. Повязочку взвешивать уже не буду, ее сюда просто некуда положить на такие маленькие весы. По зарядке. Значит, как всегда, пока у нас эта кнопочка горит зеленым, следовательно, у нас заряд составляет от 60 до 100%. Кнопка переходит в красное свечение при заряде от 20 до 60%. И кнопка, когда наша уже начала мигать красным цветом, говорит нам: давай мне зарядочку, ставь меня на зарядку. У нас заряд аккумулятора составляет от 0 до 20%. Ну а теперь давайте откручиваем крышку и смотрим, что да как у нас внутри. И приводим фонарик в боевое состояние. Конечно же, удаляем изолятор. Смотрим на крышку. Все такая же классная позолоченная пружинка. Но, друзья, здесь уже магнитика никакого нет. Ну, вот, вы уже сами отнесите это не то к плюсу, не то к минусу. Вынимаем аккумулятор. Аккумулятор у нас, как всегда, брендирован. Сафирн, типа размер 18650. И на борту 3000 мАч. Вот даже в крайнем видеообзоре фонаря я такой точный аккумулятор тестировал. Тест показал, что здесь как бы заявление есть. Что у нас внутри фонаря? А внутри фонаря у нас, как всегда, нет фонаря посмотреть, да? Давайте я возьму вот такой вот насосик и посвечу насосиком. И мы видим, хоть без фокусировки, что там есть тоже позолоченная пружинка.
Ну и вот так все это дело, в принципе, собрано. Взводим наш фонарь в боевое положение. Опять же, я, наверное, забыл или не забыл. Фонарь изготовлен из аэрокосмического алюминия с таким вот классным анодированием, которое, как мы помним, аккуратно сбивается и стирается о плитку. Вот, ну такой я косорукий, да, наверное. Так, ну что, давайте, наверное, по режимам сразу, чтобы не тянуть данное видео за хвост. Итак, у нас фонарь выключен, вернее. Когда мы нажимаем нашу кнопочку, загорается зеленый индикатор. Вот про те режимы, которые я вам и рассказывал. Ну, а у нас мы выключаем его и зажимаем. Включается режим Moonlight. Вот такой вот 2 люмена. Я вам читал табличку. Дальше мы, если нажмем и будем держать, наши все режимы будут ступенчато вот перебираться кверху, сверху падаем вниз и опять вверх. Вот высокий максимальный режим, то есть турбо режим, видите, вот турбо режим, секунду, переключу еще раз, выключаем, включаем Moonlight и давайте посмотрим. Вот наш турбо режим, все режимы идут по ступенькам, и двойным нажатием мы его уже включить не сможем. Видите, все, то есть турбо режим у нас идет в ступеньки. Но когда мы немножко свалимся, допустим, на любой из ниже стоящих режимов, то тут уже двойное нажатие у нас запустит турбо режим. Все режимы переключаются одинаково, что дальний, что ближний. Опять же, переключили, нажали, держим, опять у нас 6 светодиодиков, 2 люмена, Moonlight. Нажали, держим. Режимы пошли скакать все вверх. Это максимальный режим. Двойное нажатие ни к чему не приводит. Но как только мы спустимся на какую-то ступеньку вниз, двойное нажатие включает турборежим. Надеюсь, понятно. И смешанный режим. То есть у нас работает... Так, давайте я выключу. Режим Moonlight. У нас загорается центральный. То есть все 7 светодиодов. И... песня точно такая же. Точно так же все это дело щелкает. В фонаре есть хорошая функция. Допустим, полезен будет 100% данный фонарик где-то на рыбалке. Смотрите, какая функция. Вот у нас включен турборежим. Переключаем на ближний свет. А ближний свет мы давайте притушим вот до такого вот, до низкого уровня. То есть вы сидите где-то на рыбалочке, там что-то вы там какого-то червячка цепляете вот в таком вот ближнем режиме. Тут вам кажется, что у вас поплавок клюет. Вы сразу щелк на дальний свет. Переключили, посмотрели, ага, не клюет. Щелк и обратно там что-то ковыряетесь со своими там насадками, наживками. Вот, то есть имеется память каждого режима. То же самое и у нас по смешанному режиму. Давайте мы, какой тут, я не знаю, включить уже. Давайте на ступеньку, допустим, выше. То есть, если вам надо, вы сидите там опять же с наживочкой, вот в таком свету, еле-еле. Так, что-то вам не понравилось, можете бах переключить на смешанный режим. Вот на более яркий. Ага, клюет, не клюет, бах, переключаете там на дальний режим и смотрите на поплавок. Ну, как по мне, так это просто замечательно и быстро. Нежели мы там во всех этих фонариках щелкали бы этими клавишами. А щелкая эти клавиши, вы знаете, что часто мы пропускаем режим, который нам, допустим, нужен. Вот, ну и переходим, допустим, к красному свечению. Вот у нас выключенное состояние. Нажимаем, зажимаем. И уже на красном свечении мы получаем не люмен, не 2 люмена, а всего лишь, по-моему, пол-люмена, да? Дайте-ка я гляну, вспомню. Да, на красном свечении у нас режим Moonlight всего лишь пол-люмена. Ну и процедура точно такая же. Только что здесь двойным нажатием снизу мы не запустим турборежим. Как бы турборежим. Есть у нас тут турборежим? Есть, да. Это у нас 100 люмен турборежим. Вот, не запустим. Почему не запустим? Давайте свалимся мы вниз. Вот турборежим сейчас у нас. Вот мы внизу. И двойное нажатие у нас включит маячок. Двойное нажатие выключает маячок. Можно также выключить, давайте, маячок.
И можно выключить просто одним нажатием. То есть зажигаем просто красный свет. Тоже этот красный свет довольно полезен и рыбакам, и всем, я знаю. Но я, друзья, не рыбак. В принципе, я им как бы и не пользуюсь. Как по мне, его могло бы и не быть. Но он полезен, он нужен людям, поэтому почему бы и нет. Выключаем наш фонарь. И вот из выключенного состояния у нас осталось режим блокировки. Двойное быстрое нажатие. Фонарь моргнул, хозяин я на блокировке. И последующее нажатие он будет только уже моргать. И ничего более. Как же включить режим вот этих вот датчиков приближения либо движения? Значит, из включенного состояния, на блокировке, видите, из включенного состояния тройным быстрым нажатием мы включим данные датчики. Раз, два, три. Фонарик моргнул, сказал, что датчики я включил. Я немножко поменьшу. Так, и смотрим. Давайте, наверное, так. Как мы переключаем режимы. Вот. Просто не прикасаясь, мы можем ловить данные режимы. Да, люди некоторые говорят, что на улице, на ярком солнце, я, к сожалению, проверить не могу. У нас сколько дней уже, сегодня вот идет дождь, и нету яркого солнца. Но у меня справа горит софтбокс белым ярким светом. Вернее, не софтбокс, а селфи-кольцо вот это. Слева софтбокс в теплом цвету, довольно ярко все. И, как вы видите, на такой яркости этот датчик спокойно себя чувствует и работает. То есть, все как бы супер. Но вот люди говорят, что на ярком солнце он просто отказывается работать. И мотивирует это тем, что разработчики просто подумали, а нафига пользоваться фонариком при ярком солнце. А тем более вот этим вот датчиком менять режим. И просто сделали отключение. Ну, возможно, это так. И это, в принципе, я считаю даже правильным. Будет ли работать наш фонарик без батарейки? Поэтому вынимаем батарейку. Подключать буду не заявленные в паспорте 2 ампера, а 3 ампера. Вот у меня 120 ватт, 5 вольт, 3 ампера. Блок питания. Кабелек, опять же, у нас такой же, как и комплектный. От Сафирна, от Вуркаса. Не имеет значения. Подключаем. Сейчас у нас не горит. И включаем. Ты смотри, все работает. Давайте попробуем поменять режимы. Режимы тоже, как мы видим, меняются. Меняются на всех режимах. Все буквально работает. Просто замечательно. И красное свечение. Все работает, друзья, без батарейки. Красный свет просто обалденный. Вот еще ярче. Чистый, насыщенный красный свет. Вам видно морковное пятно на ладони. Но глазами, друзья, этого практически, не то что практически, теоретически, ну никак не видно. Просто заливной красивый красный свет. Все, на этом, наверное, будем закругляться. Ставлю батарейку назад. И мы пойдем на улицу, посмотрим, что да как у нас работает. Будем смотреть, наверное, со ступенек, так как идет дождь. И особо по двору я ходить не хочу. Ну, друзья, как я и говорил, у нас идет дождь. Мерзопакостная просто погода. Опять эти два несчастных, ненавистных мне фонарика. Ну и вот наш фонарик. Давайте. Moonlight. Вот такое свечение. Вот только на ступеньке. Дальний свет. Что-то, видите, видно. Что-то еле-еле видно. Так, дальше у нас какой режим идет? Низкий. Низкий режим. Уже видите, как бьет. Уже все просто шикарно видно. Но в точке. Но в точке. Вот на гараж. Видно центральное пятно. В принципе, оно видно и глазом, и на камеру. Ну и такой вот ореол вокруг пятна яркий. То есть нормально. Так, далее у нас идет средний, по-моему. Уже видно. Отлично. И шикарно. Так, где мои березки? Вот мои березки. Так, дальше у нас высокий. Уже виден и сам луч. Вот такой вот, такая ширина луча. В небо свечу, видите? Вот какой заливной свет. В принципе, даже и пятна уже не видно. Ну, глазом тоже наблюдаются контуры. И, наверное, контуры вы наблюдаете в камере. То есть бьет так нехило. Вот березки, то есть шикарное освещение. Так, и турборежим, да. Хоп. Тут
Сварка, как я называю. Просто сварка, но видите, он короткий, 2 минутки и все. Идеально. Так, переключаемся на Moonlight ближнего света. Вот так это выглядит прямо передо мной. И чем дальше, все на травке, на тротуаре, уже его не видно. Далее низкий режим. Вот такое у нас идет освещение. То есть, видите, все ступеньки хорошо освещены. Немножко видна травка. На гараже у нас это все дело вот так выглядит. Ну, а вдаль практически не бьет. Так, средний. Уже получше. Хорошее такое широкое распыление света, я бы сказал. Высокий. О, пожалуйста. Даже можно ехать спокойно на велосипеде, как фара. Но, возможно, заслепление встречных водителей. Следующий. Это, по-моему, я уже сбился, если честно. Турбо, по-моему, это уже у нас, да, или высокий. Сейчас посмотрим. Березки видны. То есть просто замечательно и шикарно. Ну, давайте попробуем еще раз. Вниз или вверх. Все, да, это был турборежим. Так, смешанный Moonlight. Вот так это все дело выглядит. В принципе, я бы сказал, ничем не лучше, чем ближний свет. Низкий. Ну, здесь мы наблюдаем хороший широкий распыл ближнего и вот это вот центральная точка дальнего света. И уже данная точка, видите, освещает баньку. Так, березки не берет пока. Следующий. Опять я сбился, это, по-моему, высокий уже, да? И уже видно все. Освещает и березки, и подберезки. Все отлично. Следующий. И вот это, по-моему, турборежим. Вот так он бьет опять же лучом в небо. Ну и, в принципе, как днем. Это максимальный режим 2300 люмен. Но опять же, видите, 2 минутки работы всего лишь. Нажимаем, держим кнопочку. Вот турборежим, ребята. Что-то я сегодня портачу. Вот турборежим. Тот был высокий. Тут как сварка. И ближний, и дальний в паре. Это супер. 2300 люмен. Отлично, отлично видно. Так, ну и у нас остался красный свет. Вот. Moonlightик. Ступенечки видны вот так. Давайте нижний, низкий. Опять же, только ступеньки. Что дальше, что светлое освещает, что темное не берет. На гараж. Вот еле-еле видно. Средний. Вот видите, гараж уже почти целиком освещает, но там, где темное поле, вот на траве еще бьет что-то, видно, да. Дальше на огород уже не идет. Но отражение от вольера у нас есть. От баньки тоже немножко есть. Следующий. О, все, в принципе, освещает достаточно ярко. Опять же, друзья, говорю, что глазом это не настолько ярко, как в камеру. И следующий. Все видно. Отлично. Если вниз посветить, видите, морковка получается. Вот резкий засвет. И камера, конечно же, фокусируется. А так все отлично видно. И выключаем. Все, народ. На этом всем спасибо за просмотр, что были со мной, что слушали мое длинное видео, мой длинный рассказ. Всем огромного здоровья, удачи и до новых видео. Пока. Все, кино не будет. Электричество кончилось.